Собираетесь переезжать в Валенсию, но не знаете, в каком городе арендовать либо купить квартиру? Сегодня мы поговорим об этом. Я, Екатерина Жирносекова, уже в Испанию перевезла более 2000 семей. Следующими можете стать вы. Итак, поехали по районам. Все знают, что Валенсия – это лучший город для экспатов в мире по версии мировых рейтингов. Сброс цен на жилье в городе колоссальный. Вы можете найти студию за 750 евро в месяц или платить более 3500 евро в элитном районе за квартиру той же площади. В этом видео мы проведем честный разбор районов, где лучше жить с семьями, где подешевле, а где классно жить молодой паре без детей. Рынок Валенсии за последние 2 года показал рекордный рост. Он все еще остается выгодным на фоне других испанских мегаполисов. Средняя цена покупки жилья по городу сейчас колеблется в диапазоне от 2800 и до 3000 евро за квадратный метр. За последний год цены на покупку выросли более чем на 20%, что связано с ограниченным предложением на рынке. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней составляет около 1250 евро в месяц. Несмотря на такой скачок, Валенсия все еще на процентов 20-30 ниже, чем Барселона либо Мадрид при сопоставимом качестве жизни. Инвесторов привлекает высокая доходность от аренды, которая в среднем по городу держится на уровне около 6%. Где же лучше всего жить с детьми? На мой взгляд, я как мама многодетная, у меня есть 3 детей разного возраста, вам точно расскажу как эксперт в данном вопросе. На мой взгляд, самые классные районы – это район Пенья-Роха, Куатро Каррерас и Nou Campanar. Это новые закрытые районы, где очень хорошо развита инфраструктура. Там есть и магазины, и супермаркеты, и одежда, и лавки овощные, фруктовые. В Валенсии, кстати, транспортная система развита очень хорошо, и вы можете здесь спокойно передвигаться без автомобиля. В этих районах, которые я перечислила, очень много новых домов с закрытой территорией, где у вас на территории будет бассейн, спортзал, детская игровая комната, зона для пикника, праздновать дни рождения. Сейчас, если мы говорим про 2-3 спальни, квартиру можно там снять от 1700 евро и до 2200. Если вам интересен район подешевле, не настолько раскрученный, но в рамках Валенсии, есть район Беникалап, Nou Беникалап и Беникалап. Nou Беникалап, опять-таки, это новые дома с закрытой территорией. Там ценник несколько подешевле. В районе 1600-1700 евро можно найти квартиру, и это действительно новые дома. Но там чуть дальше парк Турия, которые очень любят. Там менее развитая инфраструктура, район достаточно развивающийся. Есть Беникалап, обычные дома, как наши пятиэтажки. Там квартиру можно снять за 1200-1400 евро. Квартира может быть достаточно нормальная, хорошие соседи. Очень часто в сетях гуляет информация о том, что Беникалап ужасно криминальный район. Это не так. И есть действительно отдельные кусочки этого района, где публика так себе. Но туда можно не заходить. И на самом деле, если мы берем районы Валенсии, которые не закрыты территории, это можно встретить повсеместно. Район Айора очень приятный район, находится у моря, а бюджет чуть дороже, чем 1200, то есть там вы можете снять за 1400-1600 квартиру в наших как пятиэтажках. Но там тоже есть куски, куда в целом не очень приятно заходить. Поэтому, если такие обычные испанские кварталы, нужно понимать, что это вы можете встретить всегда. В Беникалапе еще можно купить квартиры по приятному бюджету. Сейчас у меня, например, в продаже есть квартира за 195 тысяч с 3 спальнями, люди там жили сами, полы с подогревом, дом хороший, аккуратный, ремонт, вся техника и хорошая лоджия. Если же вы молодая пара, у которой детей нету, ну или может вы тусовочные родители, и у вас есть дети, но вы хотите жить в эпицентре событий, тогда вам нужно выбирать районы ближе к центру. Это Русафа, там всегда очень много движений, всех мероприятий, фестивалей, там будет шумно, весело, и вы всегда будете в гуще событий. Также там рядом находится район Эль-Кармен. Если вы хотите ощутить себя, как будто вы на обложке открытки, и все самые значимые исторические места, достопримечательности как раз находятся в этом районе, и вы выходите, у вас сразу все под боком, и сразу же вы чувствуете себя не оторванным от всего, что происходит в городе. Но тут нужно понимать, что это старые дома, там шумно. У нас вот, например, в Валенсии есть праздник Лас Файас. В этих районах вы не будете там спать вообще никогда. У вас будет под окнами веселье до 4 утра, петарды, салюты, сожжение фигур. Также есть другие праздники, которые регулярно проводятся в Валенсии. Там вы должны понимать, что да, вы вышли с квартиры, и вы уже сразу все это видите и наблюдаете, и можете принимать участие, что очень классно. Но
спать в тишине там будет сложнее. И еще один момент, если вы хотите жилье еще подешевле, тогда можно обратить внимание на пригороды, где есть метро. Это Бурхасот, это Торрент, Мислата. То есть там квартиры вы можете найти до 1000 евро. За 800-900 евро можно снять нормальное жилье. Это тоже будут как наши пятиэтажки, но если в Валенсии такое жилье 1200-1300, то в пригороде это 800-900 евро, что значительно поможет вам сберечь ваш бюджет. Также есть еще город Сагунта. Он достаточно приятный, находится у моря, но туда не ходит метро. То есть если добраться до Валенсии, вам нужно ехать на поезде. Да, он ходит часто, буквально почти каждый час, но это не метро. Бурхасот, Торрент, Мислата, там ходит ветка метро 20 минут, и вы в центре Валенсии. Если вы хотите получить более детальную информацию, обращайтесь ко мне на личную консультацию, где мы разберем вашу ситуацию, ваши возможности и ваши запросы, и подберем максимально оптимальное жилье для вас. И я для вас подготовила гайд. Пишите мне слово «недвижимость» в мессенджер, либо на WhatsApp, в Instagram, на мой сайт, и я вам вышлю гайд, где я описала все районы. Обращайтесь ко мне, подберем квартиру вам как на аренду, так и на покупку. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить полезные и интересные выпуски на моем канале.